Ознакомимся с функциональными возможностями стенда «Действующая модель теплового насоса». На стенде смонтированы основные элементы теплового насоса парокомпрессионного типа «вода-вода», холодильный агрегат, компрессор, размещенный на столешнице, реле низкого и высокого давления на входе и выходе системы, испаритель для охлаждения воды и конденсатор для нагрева. Для демонстрации принципа действия насоса испаритель и конденсатор помещены в пластиковые емкости, наполненные водой. В верхней части панели размещены фильтры и капиллярная трубка. Система измерения представлена контрольными манометрами, термометрами и измерителем-анализатором расхода электроэнергии. Перед проведением эксперимента целесообразно обратить внимание учащихся на модель физических явлений, происходящих в тепловом насосе. Принцип работы основан на известном цикле Карно. Хладагент, под давлением проходя через капиллярное отверстие, которое действует как клапан перепада давления, поступает в испаритель в разреженном состоянии, где за счет резкого снижения давления он закипает и испаряется. При этом он отнимает тепло у внутренних стенок испарителя. В результате вода, в которую помещен испаритель, постоянно охлаждается. Далее хладагент попадает в компрессор и сжимается, за счет чего его температура повышается и под действием давления компрессора он выталкивается в конденсатор. В конденсаторе нагретый хладагент отдает полученное тепло в отопительный контур и окончательно переходит в жидкое состояние, то есть конденсируется. Процесс в замкнутом контуре повторяется. Рассмотрим выполнение лабораторной работы исследования характеристик теплового насоса. Перед началом работы необходимо наполнить водой пластиковые емкости. Анализатор вставить в розетку, включить автоматический выключатель и подключить компрессор. Начинается процесс передачи тепла из одной емкости с водой в другую, в результате чего температура воды в левом баке снижается, в правом повышается. Процесс происходит достаточно быстро, что хорошо видно при наблюдении за термометрами. В ходе эксперимента воду в емкостях рекомендуется помешивать. Когда температура воды в баке с испарителем опустится примерно до значения плюс 2, плюс 3 градуса, а в баке с конденсатором поднимется до 38-39 градусов, опыт можно считать завершенным. По показаниям анализатора регистрируем расход электроэнергии в киловатт-часах. Выключаем компрессор и по формулам, приведенным в методических указаниях, рассчитываем коэффициент трансформации. Кроме продемонстрированного эксперимента, на стенде можно исследовать цикл холодильной машины или изучать устройство и принцип работы теплового насоса в процессе теоретических занятий. Надеемся, что такой стенд поможет учащимся в понимании сложных физических процессов переноса тепла.